Привет, дорогие друзья! С вами Ева Реки, и я вернулась уже из Баку. Я с вами уже из Бодрума. Видите, у меня зелень, пейзажи бодрумские позади. Мое новогоднее путешествие из Баку закончилось, и я уже дома. Вот, и я первым делом, когда я вернулась, я выложила первый влог «Роскошный Баку», который, вот, получается, это я выложила вчера. Такой теплый прием. Спасибо вам большое за эти лайки. Я хочу небольшое видео записать о своих первых впечатлениях из Баку. Вот, о вибрации Баку, вы знаете, я как сканер, экстрасенс, я считываю энергии легко, и хочу с вами поделиться небольшими такими заметками. Ну, а главное, сегодня можете нас поздравить, у нас с мужем сегодня годовщина, 9 лет совместной жизни, я сюда дальше после этого видео приложу, может быть, кусочек, никогда не делилась в соцсетях нашими свадебными фотографиями или видео, ну, в общем, я парочку таких выложу, вот, так что мы сегодня принимаем поздравления, 9 лет, вместе мы уже 10 лет, вот, поэтому такие межнациональные союзы, такие крепкие, счастливые, они не так часто случаются, но, в общем, мы такое исключение из правила, можно так сказать. Поэтому, в общем, о секретах, может быть, семейного счастья и вообще о межнациональных я даже когда-нибудь отдельное видео запишу. Ну, в общем, сегодня у нас такой приятный маленький праздник. Вот, и прежде чем начать немножко такой коротенький разбор о Баку, я хочу вам рассказать, какой у меня сегодня план. В общем, я спешила выйти к вам в эфир. Во-первых, поблагодарить вас, дорогие друзья, за такой теплый, невероятный прием на YouTube. Я буквально недавно завела этот канал. Вы знаете, я, ну, наверное, уже почти 10 лет, ну, не 10 лет, наверное, 8 лет я вела Инстаграм. У меня была онлайн-школа счастья. Я в описании добавлю эту ссылочку. Я добавлю ссылочку на свой Инстаграм. Кому хотите, заходите. Но в Инстаграм только женская. Там у меня комьюнити. Вот, в общем, я, в принципе, ну, как скажем так, на видимости всегда была. Потом вы же знаете, что я достаточно такой известный маленький архитектор, я печаталась там в журналах «Домос» и «Салон», и, в общем, я часто попадала в какие-то публичные такие места, но вот на YouTube у нас был с мужем такой канал «Бульдожик Family», я оставлю, может быть, попозже ссылочку на этот канал. Ну, пока, наверное, достаточно будет этого канала. Вот. Ну, в общем, именно так, чтобы был чисто мой YouTube-канал, где я появляюсь регулярно и могу общаться со своей аудиторией. Такой у меня первый раз. Поэтому я вам очень благодарна за такой теплый прием, за такие теплые комментарии, за такие душевные, такие, знаете, душевные люди подобрались, такие теплые. Я даже вчера вечером мужу прихожу, говорю, мне вот там такие комментарии пишут люди, я так с людьми прям сердцем соединяюсь, мне так это приятно, потому что я не вела свой активный Инстаграм года 4, у нас там было очень теплая женская комьюнити, таких пробудившихся, очень теплых, очень светлых женщин, которые стремятся к счастью, к любви и к самому светлому, что есть в этой мире. И вот вчера в YouTube я ощутила такое же тепло от вас. Спасибо вам большое. На самом деле это бесценно. Я даже вот говорю, если я завтра не буду вести YouTube-канал, но просто эти несколько комментариев под этим видео, которые были вот за последние 2 дня, они настолько просто, вы знаете, я не могу вам писать. Я надеюсь, это чувствуете, вот то, что я хочу вам передать сейчас. В общем, благодарю вам. Спасибо, что вы зашли на этот канал. Надеюсь, вам здесь будет интересно, приятно и классно. Вот. А сегодня в этом видео, во-первых, я сейчас небольшое такое впечатление о Баку, о том, какие энергии пробуждения в Баку, сколько людей уже пробудились, вообще какая энергетика, да, там сейчас у людей. Второе, я сегодня, поскольку у нас годовщина, и муж не нашел красивого букета, а я очень люблю собирать букеты, есть место, где я всегда покупаю себе букеты, или муж мне там заказывает, и, в общем, он решил меня туда отправить, и я сейчас съезжу, соберу себе красивый букет. Надеюсь собрать букет очень похожий, который у нас был на свадьбу. И я вот сейчас видео в конце добавлю, вы увидите, какой там был очень красивый букет, который я буквально собрала на ходу. И вообще вся наша свадьба, которая была в Харькове, мы расписывались в Харькове. Ну, это была не свадьба, именно такая роспись. Мы не любители таких больших церемоний. В общем, это небольшая была роспись в Харькове, очень красиво, уютно сделанная, буквально быстро, спонтанно. Вот, нас очень быстро расписали, поэтому несколько кадров таких вот добавлю. Вот, поэтому сегодня я пойду соберу очень красивый букет, с вами поделюсь, очень красивое место. Вот, и в целом я хотела вам сказать, что, конечно, это путешествие в Баку, вот не зря меня туда потянуло. Вы знаете, вот если говорить про энергетику Баку, я посмотрела, сколько там уже людей пробудивших, то есть людей, которые уже выбрали свет, люди, которые уже прошли вот эту трансформацию, переход, который мы сейчас переходим в новую эру, в новый век. Представляете, таких людей уже в Баку
Я не говорю про весь Азербайджан. Я была только в Баку и считывала энергию именно этого места. Там уже 6-7% пробудившихся людей. Это очень много. Я смотрю, вот прям пробудившихся 5, еще есть какой-то переход 6-7%. Вот где-то такая цифра. То есть вы знаете, я всегда беру 100% населения, которое живет в Баку. 6-7% это люди, грубо говоря, у которых уже очень чистая кристаллическая энергия, которые уже разобрались со всеми старыми программами, очистились, они уже готовы, хотят и живут уже совершенно по-новому. У них уже новое мышление. Вся их жизнь пропитана уже, и все их действия идут через любовь. Не через страдания, не через насилие, не через злость, не через обиды, которые даже не проскакивают вообще. Это исключительно уже такие чистые кристаллические люди. Я уверена, что именно эти люди, кстати, пишут мне в комментариях последние 2 дня. Вот. Людей, которые сейчас проходят трансформацию, то есть они переживают непростой сейчас период жизни, у них в жизни происходят перемены, жизнь их подталкивает буквально, знаете, вот всеми ситуациями, обстоятельствами, чтобы они пробудились, чтобы они вышли на новую, начали жить по-новому, мыслить по-новому, чувствовать по-новому. Таких людей 50%, очень большое, кстати, количество. Вот из тех, кто пробудился, я смотрю, возрастное, где-то люди после 60, что интересно. И я, кстати, заметила, вы знаете, это вот удивительный факт. Я вчера зашла в статистику, аналитику своего YouTube, и у меня людей, которые смотрят мой канал, потому что показывает возраст, да, самое большое количество людей это люди 60+. Для меня возраст вообще не имеет значения, чтобы вы понимали. То есть я вообще не люблю вопросы там про сколько вам лет, Ева, сколько вам лет, и вообще у кого-то спрашивают, сколько лет. Для меня возраст вообще человеческой жизни человека не имеет значения, потому что я всегда вижу только душу и разговариваю только с душой. Поэтому вот все эти возрастные вещи, они мне не интересны. Просто сам факт, что да, вот люди, которые за 60, у них, я смотрю, где-то 70% пробудившиеся, это молодежь, и люди где-то до 35, и 60 плюс, это вот в эти 6-7% входят пробудившиеся. То есть, что удивительно, я смотрела, в других странах нету такого большого количества пробудившихся, именно вот уже пожилых людей, скажем так, люди старшего возраста. Вот. В общем, как я сказала, людей, которые проходят трансформацию, такую жесткую сейчас чистку, у них события в жизни меняются, в личных отношениях, на работе, они проливают много слез, то есть у них происходят действительно тяжелые времена. Друзья, я с вами, я сама проходила через все это, и поверьте, я очень вас понимаю. Просто верьте, каждый день просыпайтесь, даже какая-то ситуация возникает, благодарите все равно Бога и идите вперед. Верьте, что обязательно вы будете счастливы, и все будет хорошо, и все будет так, как вы мечтаете. Вот, то есть вот где-то 50%. И где-то 30-40, почему я всегда говорю такой зазор, потому что есть, вы знаете, как меняется, то есть сегодня одна информация, завтра другая, вот оно такое переменчивое. Я сейчас говорю, в принципе, вот о времени, которое сейчас, вот, да, плюс-минус. И где-то вот 30-40% людей, которые пока не живут в таком 3D-мире, пока это люди, которые немножко застряли в невежестве, в таких старых программах, они пока не готовы расставаться с таким, знаете, старым мышлением немножко таким жертвенным, таким немножко коммунистическо-постсоветским таким, да, то есть вот такое количество людей есть, и давайте посмотрим, я всегда смотрю, интересно, сколько из этих людей все-таки войдут в трансформацию. Ну, пока на данный момент информация будет меняться, на данный момент в ближайшее время где-то 2-3% из этих людей войдут в трансформацию, прям такую капитальную. Вот, и, кстати говоря, я оставлю здесь ссылочку, вы, наверное, видели уже это видео мое, где я объясняла причины, почему происходит катастрофа, авиакатастрофа, вообще тяжелые обстоятельства и ситуация с нами, с людьми на Земле. Вот, так вот, там вот как раз вот эта ситуация в Баку, она тоже была, знаете, таким толчком пробуждения еще одним, потому что, когда происходит тяжелая ситуация, люди сплочаются, у них проявляется сострадание, милосердие, сочувствие, то есть самые лучшие качества. Это то, что нужно, как бы, знаете, так в людей приподнять этих качеств. К сожалению, да, планета наша Земля устроена, такие законы Вселенной, да, такие Божьи законы. Когда люди не хотят меняться, их к этому, скажем так, уже насильно принуждают. Поэтому я всегда за то, чтобы всегда работать со своей душой, общаться со своей душой каждый день. Каждый день проводить такую, знаете, чистку. То есть кто-то ходит молиться, кто-то, как я делаю, то есть у меня свои способы, я работаю уже, скажем так, в энергии нового времени, да, в проработках очень быстро, да, то есть тебе не нужно идти в храм, чтобы помолиться. То есть моя молитва, она ежесекундная, ежеминутная, и такой, ой, смотрите, солнце, представляете, как заговорила по молитву, такой пасмурный день, сегодня льет дождь, и вышло солнце. Вы только посмотрите на это вообще класс, красота. Вот, в общем, друзья,
Спасибо вам большое, что вы со мной на этом канале. По поводу Баку, вы поняли, да? То есть там очень много пробуждающихся людей и людей, которые входят в такую, скажем так, новую энергетику. Поэтому мне там очень понравилось, и я думаю, что обязательно туда снова приеду. Ну, а у меня сегодня приятный день. Поеду, выпью что-нибудь красивенького. Покажу вам, где я обычно монтирую влоги, выкладываю. Вот, и закажу себе, соберу вместе с вами какой-то очень красивый букет. Ну что, солнце, самое время отправляться в путь. Погнали! Друзья, вот это магическое место, мое самое любимое. Сюда уже вот сколько я живу в Бодруме, 8 лет. Здесь это мой любимый такой, знаете, офис. Именно вот отсюда я выкладываю все влоги, все видео вам на канал. Вот, у меня тут традиционно очень люблю здесь капучино на овсяном молоке. Вот именно почему-то на овсяном молоке мне полюбилось. И овсяное печенье вот без глютена очень мне здесь нравится. Заметили у меня, наверное, уже кто-то меня спрашивал. Я помню, кто-то заметил видео у меня наушники, что с винным. Да, я люблю на самом деле винные вещи. Как-то это очень приятно. Не знаю, мне нравится. Вот, вчера вышел новый влог. Это место называется Зай, и я просто обожаю это место. Вот это огромная аудитория, в которой я сижу. Это двухсветная библиотека. Ну, мне как архитектору вообще это, наверное, единственное пространство в Бодруме, где моя душа находит покой. Честно, вот куда я прихожу, и я просто вот отдыхаю всей душой. Вот. Во-первых, здесь зелень. Я человек, который любит природу. Здесь небольшой, если вот там видите, вот видите, журчит ручеек. Вода, это для меня прям просто must have. И самое главное, что здесь режим вот именно в этой части, режим тишины, то есть можешь всегда сюда прийти, и здесь всегда будет очень тихо. Вот. В общем, это, конечно, мне очень нравится. Вот. Именно из этого места я выкладываю, такого, знаете, вот райского места я выкладываю вам все влоги. Если вы будете в Бодруме, это вот первое место, куда вы должны заехать, приехать, выпить вкуснейший завтрак, кофе, чай, все что угодно. А летом открывается огромный сад там. Когда придет лето, я запишу ее оттуда влог. Как же там красиво. Вот действительно райский сад. Поэтому welcome to Бодрум и приезжайте, все гости, мои подписчики, приезжайте обязательно. Мы с вами здесь встретимся, выпьем здесь кофе, сделаю вам все ансрейки, мы с вами поработаем, вообще прекрасно проведем время. Вот. И подписывайтесь на Ева Рейки. Теперь я, как мне сказали мои индусы из прошлого видео, сказали, надо стесняться. Вот я не буду стесняться. Подписывайтесь на канал. Рада всем. Кстати говоря, поездка в Баку была как раз подарком моего супруга на годовщину, вот, который у нас сегодня, я уже сказала, 9 лет. Вот, и это на самом деле самый лучший для меня подарок, это путешествие. Вот. И еще один подарок, который, он, к сожалению, не пришел к моей поездке в Баку, это микрофон. Микрофон для влогов. Ну, в общем, вы скоро, надеюсь, следующее видео уже будет с этим микрофоном, качество звука будет лучше. Так что у меня целых 2 таких больших подарка на эту прекрасную годовщину 9 лет. В общем, вот такой прекрасный день. В общем, как раз вот здесь, вот помните, на том диванчике у ручья я записывала видео про переход в новое измерение и про то, что нужно сделать каждому человеку, чтобы перейти в новое измерение и начать уже жить совершенно в новой реальности с новыми вибрациями. Я оставлю здесь ссылочку, обязательно посмотрите это видео. Вот я как раз его записывала здесь. Вот. Почему-то, вот, знаете, каждое видео я записываю, куда-то меня тянет. И сегодня я выложу вот это видео, которое я записываю про годовщину. Я его быстренько сейчас смонтирую. Вот, пусть это будет на память, что сегодня, 12 января 2025 года, мы вот празднуем наш день. Вот, а в среду, такой небольшой анонс, в среду выйдет видео, который я записала еще до моей поездки в Баку, но никак не успела выложить. У меня в комментариях спросили, когда же закончится война в Украине, когда вообще все это закончится в Украине. И там вот я записала коротенькое видео, я выложу его в среду. А уже в следующую субботу будет большой, практически часовой влог снова из Баку, старый город, моя прогулка, как я там вкусно ела, вкусно гуляла. Так что, в общем, такой небольшой анонс, небольшое расписание, поэтому оставляйтесь на канале, будет очень интересно и, надеюсь, вам очень уютно. Ну что, а я поехала за цветами. Кстати, вот в библиотеке еще есть второе место, когда я не работаю, когда я прихожу отдохнуть. Это вот мой любимый диванчик в этом вот зале каминном, видите, такое двухсветное место. Для людей, которые не живут в Бодруме, а только сюда планируют приехать, вот прям просто очень рекомендую. Видите, это журчащая водичка.
небольшую экскурсию вам устрою по этому просто восхитительному месту. Здесь прекрасно, замечательная бейкери, кафетерия с моими уже любимыми официантами, которые меня уже знают. Здесь всегда кейки всякие есть. И, кстати, что классно, есть очень классные всякие молочки и сахар. Вот всегда есть с кокосом. Вот такая вот красота. А самое прекрасное, что здесь такое обилие зелени. И посмотрите, какие здесь старинные, очень старые. Ну, наверное, вот эта олива, я думаю, что ей около 200 лет. Вот я уже знаю по размерам приблизительно. Это где-то, наверное, размер 200-летний. В этом саду очень много всяких арт-объектов. Видите, там обезьянки, здесь вот. И вот там вот огромный есть сад, ресторан, который открывается летом. А самое главное, что в этом году открылась еще вот такая вот японская часть. Там ресторанчик и очень вкусные суши. Скользко, мокро. Тут сейчас закрыто, но я вам немножечко загляну, покажу. А уже когда будет лето, мы с вами здесь обязательно снимем красивое видео. Посмотрите, какая красивая олива. Вот ей, наверное, даже уже не 200, не 300 лет. Это, наверное, уже, может быть, 800. Такая вот красота. Как распогодилось, я приехала за цветочками сидру. Смотрите, прям в тот момент, как я приехала, просто солнышко вышло. Какая красота. Это, вы знаете, это мое любимое место. Я сюда прихожу на йогу, и здесь самые красивые делают букеты и цветы. Ай, Мисти, привет. Ой, sorry, I kissed you really. Hi, this is my yoga teacher. Welcome to my vlog. Oh, girls, how I missed you, really. Just couple of pics, but really. Oh, my favorite chimney. Girls, cakes. Oh my God. No, 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 no. Today is anniversary. Me and my husband, we have anniversary today. 9 years. О, боже, какой красивый. Вот этот, конечно, очень красивый тоже букетик. This one today. I'll show you that one that I have on the wedding day. Maybe we will do something similar. Maybe, yeah. It was pamuk, ve rose, kırmızı rose. Ama bu güzel. Ой, какой красивый. I think this one is for me. It was waiting for me. I think, let's see, maybe something else, but very beautiful. Мы тут, короче, сообразили, все-таки мы сделаем, смотрите, красные розы, белые гвоздички. Они будут как раз заменять памук, да? Вместо памук вот это. Да, like памук it will be, like cotton. And my favorite, eucalypt. So smelling so good. This for new married couples. It's already behind. Okay. This is for 10 years. Все, мастер работает. Master working. I'm not distracting, just watching. Друзья, если бы вы знали, как здесь пахнет. Розы пахнут, эвкалипт пахнет, все так пахнет. Мы сейчас соберем красиво букетик.
него букет получается, посмотрите. İyi mi böyle yoksa Evet, çok iyi. devam edeyim? Çok teşekkürler. Yeter. Yeter. Çok iyi. Tamam. Вот и готов мой красивый свадебный букет. Очень похож. О, as always. Thank you. What is that? Ginger shot. Oh, look at that size. I like it. Ка? Что это такое? Прям такой заряд бодрости. О! Класс. Ой, боже, какой красивый. Çok teşekkürler. Çok güzel. Какой красивый. Очень похож на мой, который у меня был 10 лет назад. Ой, пахнет, обожаю. Для меня, когда в букете есть эвкалипт, это вообще восторг. Мне так нравится, что как раз наша годовщина сразу после Нового года. И, соответственно, везде такие красивые украшения. Не было у них, видите, хлопка, но мне кажется, все равно вот эти гвоздички, они как раз заменили, и очень похожим получился букет. Такой прям очень мне нравится. С годовщиной. Тут каменчик. Девчонки разожгли. Какая красота. В общем, друзья, с таким теплым огоньком, который я желаю, чтобы у всех было в сердце, и в ваших отношениях, в ваших парах, желаю, чтобы всегда вот такой горел огонь любви. Вот. В общем, на этой прекрасной ноте прощаюсь с вами. Спасибо, что вы были в этом видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки, комментарии. Вы знаете, что я на все отвечаю. А я с вами прощаюсь.